Друзья, у меня для вас радостная новость. Сегодня ко мне в Америку приехал мой хороший друг, мой товарищ и мой ученик Александр Шинько. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, наверное, для многих сегодня будет большим разочарованием узнать, что мы не одно лицо. Потому что очень многие люди пишут мне и упрекают меня в том, что я, Александр, вот сегодня у вас есть возможность увидеть Александра вживую на интервью для Храма Мудрости вместе со мной. Итак, друзья, мы начинаем. Александр, еще раз здравствуйте. И благодарю за то, что вы к нам приехали. Какими судьбами вы у нас в Америке? Меня пригласили выступить здесь. Чем вы сейчас занимаетесь? Ну, сейчас я занимаюсь актерской, шоуменской деятельностью. Ну, не в больших размахах, а так вот, корпоративы, свадьбы. Ну, иногда приглашают в цирки на разные мероприятия, там, на короткие контракты. Я не хочу сейчас на большие контракты ездить куда-либо. Александр, скажите, меня часто спрашивают, всегда ли вы демонстрируете на сцене настоящую медитацию? Я думаю, этот вопрос интересует многих. Или же вы все-таки иногда используете какие-то приемы классической цирковой магии? Я понял вас. Максимум 2 раза там, за весь контракт, например, если контракт там 3-4 месяца, то максимум 2 раза я могу показать настоящую магию, настоящую медитацию. Ну, в основном я делаю фокусы, потому что каждый раз показывать то, к чему я готовлюсь, то, к чему я тренируюсь, это очень сложно, практически невозможно, потому что если артисты, допустим, нас смотрят какие-то, которые ездят по контрактам, то они знают, как это сложно, допустим, питание, переезды, и все вот эти вот условия адаптации к окружающей среде. Понятно, новые условия, да, это всегда сложно, всегда стресс. Вы чувствуете потерю энергетики в тот момент, когда вы действительно демонстрируете настоящую медитацию? В конце чувствую, да. В конце очень сильно ощущаю, но вначале я просто настраиваюсь, делаю, можно сказать, на автопилоте это делаю, потом очень сложно. Вот я работал недавно в одной стране, не хочу говорить какой, и там было очень много шоу, просто нереально много, по 4 шоу в день, это я, и в каждом шоу было у меня 7 выходов, это считай 28 раз я был на сцене, вот, и я даже вот получил травму, это уже было сколько, где-то 1,5 месяца назад я получил травму, у меня до сих пор болит колено, оно проходит, но болит, то есть и еще не прошло. Вот. А для того, чтобы делать нормальную левитацию, то есть чтобы это был не фокус, это нужно определенное питание, режим дня, то есть ложиться нужно пораньше, как вы говорили, вставать нужно пораньше, то есть это очень сложно, это образ жизни должен быть. А тот образ жизни, который диктует артистам, контракт, это невозможно. Но с того момента, когда мы с вами познакомились, изменили ли вы свою жизнь в плане режима дня, в плане питания? Улучшилась ли она? Как вы вот можете объяснить ваши изменения? Позитивные или все-таки негативные? То есть больше тратите или больше получаете? Можно сказать, я даже не знаю, 50/50, наверное. Вот, например, относительно питания, то, что вы говорили, там, что какие продукты выкинуть можно, но я иногда не сдерживаюсь, иногда, да, вот бывает такое, там, могу почти весь торт, там, килограмм съесть за раз. Хорошо, тогда вопрос встречный. Если вы его съедаете, вы чувствуете в этот момент все-таки какую-то радость в организме, как ни крути, это эндорфины, но как по энергетике, по энергетике тонкого тела, потеря или остается константным? Больше потеря. Больше потеря, просто это эмоции. Когда какие-то негативные эмоции, хочется, я алкоголь вообще не употребляю, не курю, вот, а хочется какую-то позитивную эмоцию получить, поэтому ем сладенькое, и после этого очень нехорошо становится. Вот, и потом снова сдерживаюсь, там, неделя, 2, месяц, может. И ем сладкое, но очень-очень редко.
Насколько я помню, вы уже практикуете левитацию порядка 10 лет, как мы с вами знакомы, и вы довольно быстро, там буквально год, по-моему, вы ее освоили. Скажите, а были ли такие моменты, когда к вам подходили там на улице люди, в транспорте, где-нибудь в других странах, и вот просили прямо, злостно умоляли показать вам что, им что-нибудь? Были, ну, на улице не было, ну, возможно, потому что не успевали присмотреться ко мне, а в транспорте, да, в транспорте было такое несколько раз, подходили люди, спрашивали номер телефона, говорили: о, я вас знаю, вы Александр Шимко, вы там ученик Эрнста, вот. Я говорю: ну да, есть такое, а можете там свой телефон дать, у нас вот там мероприятия, вечеринки. Да, кстати, один человек, ну, я не буду называть его фамилию, он то ли депутат, может, был депутатом, не знаю, то есть очень-очень такой большой человек, вот, и он меня как-то приглашал на свой корпоратив, я там выступал для него. Вот. Я ему показывал и фокусы, и показал одно, так сказать, чудо, которое вы меня научили. Александр, не знаю, знаете ли вы, но я знаком лично с Динамо, с Стив Фрейм. Как вы считаете, когда вы видите, замечаете ли вы у него разницу? Потому что, скажу вам честно, он использует, вот, наверное, так как вы, 50 на 50, а может быть еще и меньше. То есть, я считаю, может быть, даже 30 на 70, 30 настоящие демонстрации ситхи, 70 все-таки цирковое. Замечаете ли вы, вот как человек, который уже в этом разбирается, где цирковое, а где настоящее, где идет энергия человека? Или для вас это пока еще сложно заметить на других людях? Это очень сложно заметить, потому что человек очень профессиональный, вот, но иногда есть оплошности у него. Например, когда он шел по Темзе, это было видно, что это, ну, не совсем так, как должно быть, потому что если человек идет по воде, он должен идти по верху воды, а не погружаться полностью с ногами туда. То есть, ну, я понял, что что-то там не то. Вот. А так вообще сложно очень судить, где фокус, где не фокус, потому что человек очень хорошо, ну, профессионал своего дела, мастер, можно сказать. Отвлечемся немного от ситхи сверхспособностей и вернемся к такой вещи, как управление реальностью. Если вы помните, я вам объяснял такую ситуацию, что мы можем моделировать свою реальность. Получается ли у вас это сейчас? Можете ли вы похвастаться результатами? Или все-таки еще так? Не особо? Ну, еще так не особо, но я знаю, что мысль, она формирует наши действия. Вот, то есть, я знаю, что это работает, но это не всегда у меня получается. Ну, я стараюсь. Это здорово. Александр, у меня к вам такой вопрос. Как повлияли изучение ситхи, изучение тонких материй на вашу личную жизнь? Что сейчас в вашей личной жизни? Возможно, какие-то люди пришли, возможно, какие-то люди отошли. Как сложилась ваша судьба после нашей с вами последней встречи? Ну, знаете, вначале было все нормально, но я начал посвящать очень много времени разным практикам, и у меня начались проблемы в семье. Вот. И, в общем, стало очень нехорошо. Что за проблемы действительно? Ну, можно сказать так, моя бывшая жена, она, ну, в общем, ей не нравилось то, что я уходил на тренировки. Вот, она думала, я ходил там куда-то по девочкам. Вот, на самом деле это было не так. Я ей показывал видео каждой тренировки, говорю: вот, смотри, я был на тренировке, там-то и там-то, вот я это. Терпел это, и в один прекрасный день, ну, не прекрасный день, так получилось, что моя бывшая жена меня выгнала. Вот, то есть это сложно очень с семьей вот это вот связывать. Почему вот говорят, там какие-то отшельники в Тибете живут или где-то еще, там где вы ездили. Вот. Видно, это нужно вести такой уединенный образ жизни, где-то на природе, заниматься этими практиками. То есть, ну, опять-таки, это образ жизни должен быть. Скорее всего, да. Друзья, наверняка многие из вас смотрели предыдущее интервью, одно из предыдущих интервью, в котором я разговаривал с отцом Александра, его зовут тоже Александр,
и он рассказывал про очень интересную систему совместимости по Луне, по датам рождения и влиянию Луны. Александр, как вы относитесь к этой системе? Я отношусь положительно к этой системе. Я знаю, что это работает, 100% работает, и можно точно определить, насколько я совместим с каким-либо человеком. И вы, наверное, сейчас скажете мне, а почему там я, мой отец не определили мое сходство с моей бывшей женой. Ну, дело в том, что мой отец мне советовал, говорит, вот у тебя с ней хорошо, там 71% совместимости, но есть и лучше. Вот смотри, вот эти вот, ну, он показывал там всего 13 параметров, говорит, вот некоторые параметры у тебя с ней очень-очень плохо, там, по процентному соотношению. Лучше найди какой-то, другой вариант, там, найди другую барышню. Я говорю, не-не-не, мне все классно с ней, все очень устраивает. И за 4 года, когда мы были вместе с ней, мы ни разу не поссорились. Еще до того, как я вот со своей бывшей женой был знаком, я встречался со многими девушками, там, как многие парни. И я просто ради интереса там, спрашивал у своего отца, как это работает, то есть насколько я совместим с барышней. И он мне все рассказывал, все точно, точное поведение, точный характер вот этих барышень. И совместим я с ними нет, и как я с ними разойдусь. Я как бы мимо ушей слушал, говорил ему пару раз, там, думал, говорю, ладно, Луна, это хорошо, она работает, да, но, пожалуйста, не вмешивайся в мою жизнь, я там молодой, хочу погулять, да. Вот. Но самое главное, самое важное, это слушать старших, слушать тех людей, которые знают, которые набили шишки. Вот. То есть, я не придал этому значения, за что и набил себе очень большие шишки. А у него статистика там около 100 тысяч человек. Знаете, Александр, я, если честно, не знал про вашу ситуацию, но вот сейчас я понимаю, что вы действительно набили шишки. Если, скажем так, к вам будут обращаться люди за помощью, чтобы вы посоветовали, что-то рассказали, немного описали свой жизненный путь, могли бы вы это сделать? Или для вас это все-таки ваше сокровенное, чем вы не хотите делиться? Например, вам напишет человек, опишет его ситуацию, покажет вам даты рождения его и его возлюбленной. Смогли бы вы для него просчитать его совместимость или же несовместимость? Я же не психолог. Совместимость, так быстренько могу сказать, там, да, нет, совместим, несовместим. Конкретно, более детальную информацию я этого не умею делать, это мой отец умеет делать. Я этим не занимаюсь. Я пытаюсь научиться, но это реально сложно. Вот. Вы понимаете, от отца к сыну. Когда-нибудь вашего отца не станет, эту систему должны будете передавать вы дальше. Пожалуйста, не потеряйте ее, потому что то, что я узнал от вашего отца, работает на самом деле. И я бы хотел, чтобы эта система осталась. Я не знаю, как это просчитывается, но я знаю, что это работает, друзья. Кому интересно, читайте, слушайте, вникайте. Давайте сменим тему. Спорт. Что для вас значит спорт в вашей жизни? Для меня спорт, наверное, как косметика для женщины. Я не могу без спорта. У меня спорт практически каждый день. Вы выглядите прекрасно. Сколько вам лет? Скажем на камеру. 43 года. Для 43 лет вы выглядите на 20 лет моложе вашего возраста. Спасибо. Чем вы занимаетесь сейчас? Занимаюсь бег, иногда плавание, когда теплая вода. Чаще всего занимаюсь слэклайном. Это, вы знаете, наверное, баланс по туго натянутой стропе или слабо натянутой. А что для мужчины вот так называемый must-have, который он должен делать минимум раз в день из спортивных упражнений, как вы считаете? Я думаю, перекладина брусья должна быть, плюс сердечко, чтобы простучалось и кровь нормально пробежала. То есть какие-то пробежки, лучше, конечно, спортивная ходьба, быстрая ходьба, чтобы по суставам не было ударов. Вот. Я в спорте 27 лет был, и я знаю, что у всех бегунов, особенно марафонцы, у них проблемы с суставами, позвоночник, потому что во время бега есть фаза полета, когда человек приземляется, бежит, и каждый раз, когда он приземляется, небольшие удары идут. Когда спортсмен, когда человек молодой, когда спортсмен молодой, это все нормально, но все мы имеем свойство стареть, и нервные клетки у нас не регенерируются, не устанавливаются, и поэтому с возрастом мы начинаем ощущать какие-то проблемы с
суставами, там, с кровью, дыханием, ну и так далее. Вот. Какие у вас ближайшие планы на жизнь? Ближайшие планы, планов много. Ой, ну, вначале я хочу добиться успехов на личном фронте. Вот. Почему я сейчас немножко отошел от тех практик, которые я у вас научился. Вот. Но я знаю, что это можно восстановить в любое время, то есть нужен какой-то промежуток времени, чтобы начать заниматься. Вот. Ну, хочу, как и все, я думаю, как и большинство мужчин, семья, дом, дерево, собака, дети. Вот. Тема спорта. Я знаю, что вы занимались много спортивной ходьбой, и у вас есть даже какие-то заслуги, вы получали медали. Расскажите немного об этом. Ну, я помню себя где-то лет с 5 на стадионе, то есть мой отец тренер, и я сразу начал заниматься спортом, наверное, как только пошел. Вот. Ну, мастер спорта, чемпион Украины, бронзовый призер Европы, то есть ну, карьера такая большая, спортивная. Вот. Спортивная ходьба – это тот вид спорта, которым я занимался 20-50 километров, и ну, это, наверное, самый полезный вид спорта и самый менее травматичный из всех видов спорта. То есть там и мышцы, и дыхательная система, выносливость, все работает. Много очень мышц работает. Поэтому ну, самый доступный, самый легкодоступный, я, в принципе, всем рекомендую заниматься спортивной ходьбой. На данный момент Александр живет в Киеве, и я думаю, что многие люди, кто посмотрит это интервью, захотел бы обратиться к Александру с просьбой стать для него личным тренером, чтобы Александр стал личным тренером по спорту. Вы могли бы делать такие индивидуальные тренировки, занятия, обучение людей? Или для вас это неинтересный момент? Ну, в принципе, мне интересно учить людей. Ну, в принципе, да. Мне интересно учить людей, и к тому же у меня педагогическое образование. Вот. И иногда я обучаю людей там, ходить по слэклайну, там, прыгать, трюки разные делать. Вот. Мне, в принципе, нравится обучать людей. Я получаю удовольствие, когда у человека что-то получается. А педагогическое образование в плане спорта? Да, в плане спорта. Я закончил Киевский университет физического воспитания и спорта. Но вы не работали учителем до этого? Работал. Работал сразу после университета, годик работал. Потом поехал в Америку. Жизнь моя конкретно изменилась. Вот. И немножко отошел от педагогической деятельности. Если мы посчитаем, это было примерно 15 лет назад, когда вы были последний раз в Америке. Да. Как вам вот тогда Америка и Америка сейчас? Сейчас вы, наверное, еще немного увидели, вот вы только сегодня прилетели. Ну, сейчас я не могу сказать, что многое изменилось. Машины у вас поменялись, машины красивее стали. Ну, так, в принципе, все то же самое осталось. Где бы вы хотели жить? В какой стране мира? Даже не знаю, сложно сказать. Ну, в каждой стране есть свои плюсы и минусы. Ну, Китай неплохая страна, но там воздух очень грязный. Вот, мне понравились очень люди в Китае. Вот. Испания тоже красивая страна, тоже хотел бы там жить, но там жарко. Я сейчас пока думаю над той страной, которая больше всего мне понравилась. Пока еще точно не могу сказать, не определился. Америка тоже хорошая страна, но вы извините, что я говорю, у вас тут скучно. У вас тут скучно, я это ощутил через где-то месяца 2. Вот. Ну как скучно, ну если найти, конечно, людей по интересам, ну как у вас тут и происходит, то это будет интересно. То есть цирковые собираются в одном месте, там футболисты в другом месте, там еще какой-то вид деятельности там в третьем месте. То есть самое главное найти людей по интересам, ну, будет нормально. То есть в каждой стране жизнь течет по-своему, по-разному. Вот. И самое главное понять, как это работает, и влиться в нее. Как относятся родители к тому, что вы вот все-таки углубились немножко в тему ситхи и развиваете сверхспособности? Считают ли они это нормальным, или они считают это каким-то странным явлением для вас?
они это, ну, скорее всего, считают необычным явлением. Но вот я начинал с фокусов, показывал им очень много фокусов, они сначала, да, удивлялись, а потом, ну, там показываю какой-то фокус классный, они, да, прикольно, хорошо, молодец, молодец. То есть, ну, меньше реакции, потому что, ну, они многое уже увидели. Потом, когда я начал показывать им телекинез, они, да, прикольно, прикольно. Ну, вот там же нитки. Ну, я отцу говорю, а ты ближе подойди, рукой проведи. Он подошел, посмотрел, нигде ниток нет. Ну, хорошо, магнит под столом, как это, как это? Ну, то есть, когда человек не знает, он начинает заинтересовываться. Вот. Когда человек узнает, как это работает, он, ну да, да, прикольно, да, это практика, да, да, это надо работать. Вот. То есть он понимает, что это что-то сложное, это что-то необычное. И, ну, и я объясняю, как это работает, и он понимает, что да, это возможно, это сложно. Если бы вы не знали, как это работает, и вы только сейчас встретили меня, хватило ли бы у вас сил вот в данный момент и в данный период жизни начать и добиться того, чего вы уже добились? Или же все-таки возраст берет свое, и человек уже немного начинает экономить свое время? Я не знаю, но я бы попробовал. Я бы попробовал, просто я думаю, что нужно, ну, каждый человек по-разному, но мне кажется, вот когда мы встретились, у меня был определенный возраст, определенные жизненные ценности, И определенные поиски. да, и определенные поиски, поэтому вот я заинтересовался в то, что вы рассказывали. Это здорово. На самом деле сейчас многие люди пытаются обучиться, но у них не хватает терпения. То есть молодые люди в основном хотят все сделать вот так, на раз. Какой бы вы могли дать совет этим людям? Как им развить немного усидчивость? Потому что меня обучал тот человек, который все-таки дал мне часть энергии, а вам я всего лишь дал ключ личности. Это не была та энергия, которую я получил от учителя. То есть вы добились все своим трудом, своим усердием. Какой вы можете дать сейчас совет тем, кто вот только начинает свой путь? Знаете, немножко назад вернемся. Если бы я вот только сейчас встретил вас, то я бы попробовал. Я не знаю, насколько бы меня хватило, но может благодаря тому, что я занимался спортом, и там, ну, человек должен быть очень выносливый и очень упертый. Я очень упертый. И я бы, наверное, пробовал. Все-таки я думаю, что это зависит от каждого человека. Чем больше человек упертый, тем больше он будет пробовать. Будет падать, будет вставать и будет пробовать. Я раньше рассказывал людям о вас, рассказывал, потом о питании рассказывал, ну, говорил, что вот это плохо, вот это хорошо, это не ешьте, потому что это вот, если будете есть там вот это, у вас будет там нарушаться обмен веществ, будут там какие-то процессы нехорошие. Люди слушали, и я смотрю, что я им надоедаю, я смотрю, я для них занудный. Вот, и, в общем, мне это надоело, я бросил. Я никому сейчас ничего не рассказываю, не завлекаю никого никуда, не пропагандирую, мне просто надоело. Есть такое выражение в Библии «не мечите бисер перед свиньями». Кстати, вопрос, а вы верите в Бога? И что для вас есть Бог? Ну, я не могу сказать, что я верю в Бога, как в какого-то дедушку, который с бородой там на небесах сидит. Я верю в Бога, что это вот как Бог — это причина и следствие, это карма, это какая-то сила, энергия, которая есть везде. То есть это причина и следствие. Если я что-то сделаю хорошо, это мне вернется. Если я что-то сделаю плохо, мне это вернется, и моим детям это вернется. Вот. То есть это какая-то последовательность и закономерность действий. Я думаю, это очень хорошее выражение. И многим людям, особенно нынешним политикам, в любой стране, наверное, нужно прислушаться к этим словам и понимать, что то, что они делают, за это могут заплатить их следующее поколение. Так, хорошо, сменим тему. Ваше выступление. Как вы можете объяснить людям, которые вас нанимают, что у вас есть разделение между настоящей
силой мысли и цирковой какой-то частью? Или вы вообще не говорите об этом? Я не говорю вообще. В общем, сейчас, недавно я работал в одной стране, я не хочу говорить какой, но работал, контракт был. И, артисты приезжают на контракт, подписывают контракт, приезжают, первая репетиция. На первой репетиции я готовился, я показал им левитацию, вот как вы показывали, чистую, как вы меня научили, чистую левитацию. Директор посмотрел, так, классно, неплохо. То есть он даже не удивился, потому что это люди шоу-бизнеса, они столько всего насмотрелись, они столько всего увидели, их тяжело очень чем-то удивить. Я говорю, но вот на шоу будет немножко по-другому. То есть все, что вы сейчас видите, это в принципе так и будет, только немножко по-другому. Там надо немножко музыку сделать, там тише, здесь нужно свет добавить, здесь нужно убрать, то есть будет вот так. А почему так? Я говорю, вот потому что вот так. Я по-другому не могу. Покажи, как ты можешь. Я ему показал, он говорит, ладно, пройдет, нормально. Вот. Но я думаю, что если бы вы каждый раз показывали то, чему обучались у меня, вам нужно было бы задирать ваш гонорар до астрономических цифр, потому что столько энергии, сколько тратится во время исполнения ситхи, оно, мне кажется, не окупается нормальными контрактами. Совершенно верно. Оно не окупается, и я не уверен, что я бы смог. Чтобы я смог так часто это показывать. А как вы реагируете на реакцию фокусника? Ведь наверняка вам пишут фокусники, пытаются вас как-то разоблачить. Да. Фокусники говорят, вот нитки. И потом, вот когда я выступал на сцене, я выступал где-то 2,5-3 метра, а передо мной люди сидели, то есть очень близко к людям был. И я когда взлетал, люди показывали наверх, нитки, смотри, нитки. Потом я когда брал скакалку, начинал проводить скакалкой, и они так, непонятно, что происходит. И потом мы еще несколько раз сделали такой прикол. Мы взяли белые нитки, обычно белые нитки от катушки, и натянули их сверху ко мне. Включили свет, такой темный свет, и люди, нитки. Потом, я со световиком договорился, чуть-чуть больше свет включили, по-нормальному. И все видят, нитки, начали пальцами тыкать. Потом выходит униформист с ножницами такими большими, типа как клоунские, острые, и обрезает нитки. Чик-чик. 2 нитки сверху обрезал, хопа, нитки упали, и я в воздухе, и люди так, аплодисменты такие. Здорово, к сожалению, я не видел. Но, возможно, когда-нибудь это появится и в интернете, посмотрим. Многие снимали на телефон. Сейчас такой век, сейчас все выложат. Александр, немного про вашу семью, ваша мама, ваш папа. Расскажите немного о них, я думаю, людям будет интересно узнать. Насколько, конечно, это возможно. Мой отец заслуженный тренер Украины, мастер спорта. Моя мать учительница. В школе проработала 42 года. Сейчас на пенсии. И сейчас занимается спортом. В 65 лет стала олимпийской чемпионкой по своему возрасту в Бразилии на 10 километров. И после 10 километров прошла еще и 20 километров. Это по спортивной ходьбе. То есть 1,5 часа там прошло, и 20 километров 65 лет. Там заняла 3-е место. У мамы были проблемы серьезные со здоровьем. Остеопороз был, и она уже не могла на 2-й этаж подняться. То есть она уже с палочкой ходила. Там и вес у нее лишний был. И отец решил на день рождения сделать для нее подарок. Собрал группу здоровья в парке, там 6 или 8 человек было. И начали заниматься спортивной ходьбой. И с каждым разом людей все больше и больше становилось. И сейчас очень много у него вот этих вот, не знаю, как по-русски сказать, осередки, последователи, ячейки в разных городах, в разных странах, которые занимаются спортивной ходьбой. Он книжек много написал, немного, он 2 книжки написал, но эти 2 книжки сейчас как Библии для легкоатлетов. То есть много очень легкоатлетов используют те знания, которые он высветил в
книжках. И это новые знания, это нигде не переписано из других книжек, как это обычно многие делают. Это его личный опыт. Вот, и они где-то на 15 языков переведены, эти книжки. Вот, и все спортсмены, которые там, ну, легкоатлеты, там, первые, третьи места, которые в призах, первые, третьи места на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, они по его книжках. И мама тоже моя книгу написала, как сбросить вес, как, в общем, уйти от многих болезней. То есть много интересной, полезной, нужной информации. К сожалению, этих книжек уже нету в продаже, их раскупили. Вот. Но сейчас отец там что-то пишет, готовится издать еще несколько книжек. Я не знаю, на какую тематику, но про Луну, про совместимость там точно будет. В основном по спорту. Тогда такой вопрос. Я больше чем уверен, что за вашу спортивную карьеру вы не употребляли допинг. А использовали ли вы информацию о влиянии Луны и, скажем так, нахождении оптимального дня для побед? Нет, потому что это не было тогда, ну, развито еще, открыто. То есть я этого не знал. Отец это начал, то есть это уже более-менее так он высвечивает, где-то в 98 году. Я тогда уже заканчивал свою карьеру в Украине, спортивную карьеру. Ну да, немного использовал, то есть я знал, когда может быть поражение, когда может быть победа. То же самое вот бокс, если брать, мой отец говорил, когда Кличко младший, старший, когда они проиграют. Ему не поверили, говорят, да не, он здоровый, там он замочит, с Крисом Бёрдом, по-моему, старший дрался. Ему говорят, да не, он здоровый, он замочит его нормально. Ну и что, замочил. И он рассказал, почему он не замочит, там по полочкам все разложил, говорил, там реакция будет плохая, там выносливость, там 5-10. Но оно таки получилось. Вот. И вот даже, ну, немножко отойду от темы относительно меня. Мне вот стало тоже интересно относительно спорта, как Луна влияет. Я начал пробовать высчитывать. Вот, я начал пробовать высчитывать, ну, бокс и бои без правил. Ну, мне просто интересно, это нравится, эти мордобои. И начал выкладывать свои, можно сказать, констатации поединка в YouTube. До начала, конечно. Вот, я не знаю почему, как-то не очень много просмотров, то есть люди, ну, как-то не особо реагируют, наверное, потому что уже много таких людей, которые говорят, вот я думаю, там Хабиб победит Конора, он там сильнее, круче. Вот, то есть очень там тысячи людей просто таких. Вот. Но я говорю конкретно, почему он победит, какие причины, там у кого хуже, лучше реакция будет, скорость, выносливость, ну и так далее. Но сами вы ставки не делаете на спорт? Нет, сам не делал. Честно говоря, я в это даже не углублялся. Я не знаю, как это делается, но надо попробовать. Пару раз попробую обязательно. Ну, я думаю, для тех людей, кто действительно профессионально занимается ставками, для них это была полезная информация, хотя бы как вспомогательная. Ну, вот какая вероятность прогноза? 100% или все-таки есть какая-то малейшая возможность осечки в этом прогнозе? Знаете, мне сложно очень сказать, но вот все, что говорил я, оно все сбылось. Но я никогда нельзя утверждать, что вот 100% там что-то произойдет так, как я говорю. Но на данный момент я сделал где-то около 10 прогнозов, и все 10 прогнозов, где-то 8-12 прогнозов, и все сбылось. Я же говорю, я не спец в этом, это мой отец больше в этом разбирается, поэтому я сначала у него спросил, там, посчитал, как я мог считать, потом подхожу к нему, говорю, скажи, пожалуйста, вот смотри, вот одна дата, другая дата и дата боя, кто победит, вот смотри мои результаты, правильно ли я все посчитал. Он проверил, говорит, да. И тогда я уже делал видеообращение в YouTube. Я бы хотел, чтобы после этого интервью вы сделали 5-7 прогнозов на ближайшие бои, буквально, может быть, которые будут в течение 2-3 недель после выпуска этой передачи. И мне было бы интересно, чтобы люди посмотрели и написали в комментариях, потому что мне кажется, это действительно работает. Мне кажется, в этом есть сила, в этом есть смысл.
Потому что, как ни крути, Луна влияет на наше тело, Луна влияет на наши ритмы и на мозг, на все остальное. Абсолютно верно. А, Я часто спрашиваю людей, с которыми веду интервью, о местах силы. Дело в том, что такие места на планете, где вы ощущаете приток энергии. В одних местах вы ощущаете потерю энергии, в других вы ощущаете действительно полный приток организма. Вы ничего не должны делать, то есть вам не нужно делать даже никакие визуализационные техники, просто вы находитесь в этом месте и чувствуете там силу. Есть ли такие места у вас? Конечно, но это геопатогенные зоны, это изгибы, разломы в земной коре. Ну, есть положительные, есть отрицательные. А где для вас самые выгодные, самые приятные? Ну, как? Я не могу сказать. Ну, я знаю где, но я не могу так вам конкретно сказать там координаты. Ну, это обычно с рамочкой ходят и узнают, где эти такие места. Вот, например, там, где места негативно заряженные, там ну, всегда муравейники находятся. Ну, это так говорят, я не знаю. Ну, я имею в виду для вас. Вот есть какое-нибудь место, где вы просто находясь там, без рамочки, ощущаете прилив сил? Конечно, конечно, есть такие места, да. Вот, там ну, подольше, ну, там приятно просто находиться, даже перед каким-то длительным переездом, выступлением, даже перед, ну, меня просили в YouTube видео, один раз выкладывал, там, чтобы я полетал, там провел палкой везде, сверху, по бокам, вот, и несколько дней я проводил время в таком месте. Оно очень хорошо снимает негативные эмоции, отрицательную энергию. Лично я знаю ответ на тот вопрос, который вам задал, но зрители не знают. Например, вы хотите сделать левитацию. Идите на какое-то место, в принципе, пустынное, где нет людей вокруг, насколько мы знаем, что не должно быть других полей. И вы ощущаете негативную энергетику от этого места. Удастся ли вам сделать там левитацию, или для вас это сразу же на. Ну, может, я не говорю, что 100% удастся. Может удастся, но время и высота, ну, вы понимаете, играют роль. То есть чем хуже, тем меньше по времени и по высоте. Немного поговорим о цифрах. Самая максимальная высота вашей левитации? Ну, я не знаю, я не замерял. Метров, наверное, 8, 5-8 метров. Ну, честно говоря, я очень боюсь высоты, ну, вы знаете. Вот. И ну, почему я начал заниматься левитацией? Потому что, чтобы перебороть страх вот этой высоты, я его не переборол. То есть, ну, я могу спрыгнуть там, с 5 метров, ничего не повредив себя. То есть я знаю, как правильно приземляться. Вот. Ну, слэкпайн дал свое. То есть у меня неплохая физическая подготовка. Вот. Но подняться повыше, там 10 этажей, мне страшно. Не хочется что-то ломать себя. Ну и потом по поводу слэклайна начал сейчас пробовать слэклайн на высоте. То есть не очень сильно натянутый слэклайн. Вот, и ходить между домами, там, ну, на высокой высоте между скалами. Ну, я не могу привыкнуть, видно, это какой-то природный страх. Но это очень помогает в левитации вот в этом балансе. Слабо натянутый слэклайн – это намного сложнее, и я начинаю чувствовать вот этот центр баланса. Это намного лучше, чем проволока или туго натянутый. То есть намного менее интересен, более сложен, но более полезен. Вернемся к вашему детству. Что вас воодушевляло в детстве? Ваши любимые персонажи, ваши любимые герои, ваши любимые книги? Думаю, люди мало знают о вас из детства. Ой, я уже не помню, это же давно было. Ну, не так уж давно. Ну, книги я читал много в детстве. Те, которые в школе задавали. Блин, я уже не помню, какие книги. Легенды и мифы Древней Греции. В каждом мифе, в каждой легенде есть какая-то своя правда. Сказки народов мира. Любимый персонаж. Любимый персонаж. Кем бы вы хотели быть, вот когда вам было, или кем вы хотели быть, когда вам было 6-7 лет? Ну, читать научился в 5 лет. Прочитал книгу «Сад Эдема», которая называется «О первобытных людях». Это документальная книжка, раскопки, там все такое.
И потом как-то постепенно вышел на Тарзан. Да. Вот. Ну, Тарзан больше всего понравился. Тарзан жил в дикой природе, а вы любите природу? Очень люблю. Сколько бы вы могли без общения с людьми прожить в дикой природе, не общаясь, выключить телефон, просто иметь при себе еду, иметь при себе огонь и крышу над головой, ну, палатку? Сложно сказать. Я думаю, я мог бы там все время жить. Я в детстве один раз на 2 недели ушел из дома, в лесу жил. В лесу жил, лягушек ловил, кушал, лапки лягушек, рыбу из болота, ягоды, грибы. Огонь научился разводить шнурками и досточкой, и палкой. То есть, в принципе, я знаю, как выживать в лесу. Мне это нравится, можно сказать, я человек леса. А жизнь отшельника была бы для вас чем-то допустимым или нет? Или вы все-таки более любите быть в социуме? Не знаю, сложный вопрос. На данный момент, наверное, я социальный человек. Более в социуме, да. Я часто смотрю ваши выступления на сцене, и меня поражает ваша открытость к публике. У вас нет страха. Знаете, есть многие артисты, у которых есть страх перед публикой, у которых есть страх общения с людьми. Получаете ли вы энергию от зрителя в момент выступления, в момент общения, взаимодействия со зрителем? Когда как? Иногда есть хорошая публика, я вампирю от нее. Иногда есть плохая публика, она вампирит от меня. Я даже не знаю, это такой сложный вопрос. Ну, в принципе, да, мне нравится выступать на публике. Я в большей степени получаю удовольствие от того, что я выступаю, от того, что я показываю. Если я вижу эмоции на глазах людей, там, улыбки, удивления, то я получаю, конечно, от этого удовольствие. Мне это нравится. А был ли страх перед публикой, страх перед толпой когда-либо? Не было. Вообще никогда не было. Первый раз помню, когда я вышел, это было уличное шоу. Ну, мне очень нужны были деньги, я хотел что-то поменять в своей жизни. Чужая страна, чужой город. А где это было? В Америке была, да, в Америке, в Южной Каролине. Вот. И вообще никакого волнения. Ну как можно здесь опозориться? Ну, опозорюсь, так и все. Меня все равно не запомнят. Чужая страна, чужой город. Да ладно. И как-то оно пошло, поехало. Чем больше я выступал, тем больше опыта набирался. Английский выучил таким образом. То есть пошло очень быстро. А сейчас практикуете еще английский или уже призабыли? Ну, наверное, призабыл. Язык забывается, когда нету практики. Ну, да, так на контракт, когда еду куда-то работать, то, да, конечно, английский – это международный язык, общаемся. А вы когда-нибудь спускались в низ Америки, я имею в виду в Южную Америку, где-нибудь Колумбия, Бразилия, Венесуэла? Были там? Да не был, но раньше очень хотелось, сейчас не очень. Просто посмотрел в интернете, что там творится сейчас. Не очень хочется, особенно в Венесуэлу. Там какие-то революции у них, стрельба, вот то, что у нас было в 2014 в Киеве. Нет, не хочу туда. Плюс насекомые разные, которые могут жить долго, там личинки долго в теле, не очень этого хочется. Судя по тому, что вы не особо высказываетесь о политике, вы человек, который держится политики немного в стороне, правильно? Совершенно верно. Я считаю, что политика и религия – это две грязные вещи, с помощью которых умные люди, мудрые люди зарабатывают деньги на более немудрых людях. И на тему политики и религии можно спорить до бесконечности и безрезультатно. Зачем тогда этот геморрой, эти бесполезные разговоры? Лучше позаниматься чем-то полезным или то, что приносит удовольствие. Александр, наше интервью подходит к концу, и я бы хотел, чтобы вы дали сейчас совет человечеству, который они выполнят. Что бы это было? Ого, человечеству. Берегите природу, мать вашу. Сейчас столько грязи в море, кульков бутылок плавает. Он недавно был в Средиземном море. И мне говорят, там вода грязная, там купаться нельзя. Но я подошел
подошел, смотрю, чистая вода, там 5-10 метров, вижу дно, там рыбки плавают, классно. Но кульки, бутылки плавают. И вот это они называют грязью. У нас, допустим, в Днепре, там видимость где-то 30 сантиметров и все, и не видишь. То есть у нас еще хуже, чем там, и там говорят, что у них грязная вода. Ну, в принципе, да, там ну, в море и нефть разливается, и воздух очень грязный. Ну, в Китае, например, грязный очень воздух. Люди в повязках ходят. Вот. Но единственное, что вот, да, ваше правительство заботится о народе, у вас очень хорошо, чисто. Вот. И, ну, я так понимаю, у вас же не добывают там газ, ну, добывают, наверное, какой-то, то есть импортируют. Но вот это вот большой плюс. Хочется, чтобы и у нас тоже на Украине так было. Чтобы не везли лес куда-то в Европу, а чтобы... Ой, ну, это все-таки политика. Политики, которые любят воровать. Александр, мои знания, которые я вам дал, они вам все-таки помогли немного в вашей карьере. Ну, да. Сколько вы после освоения вот этих практик и уже интеграции их в свои шоу проездили, путешествовали страны? Можете посчитать? Ну, странно, но я немного путешествовал. 8, может 10. Понятно. Александр, было здорово. Я думаю, что людям, во-первых, будет интересно узнать ваше мнение о ситхах, потому что одно дело слушать человека, который только лишь рассказывает, а другое дело увидеть человека, который это все изучил, впитал и продемонстрировал людям. Я благодарю, что вы пришли, я благодарю, что вы нашли время для меня, я благодарю, что вы не забываете меня, что вы помните, делайте то, что я вам обещал. Конечно же, можно было бы немного больше уделять этому внимания, как вы сейчас сами сказали, что у вас иногда бывают сбои, но опять-таки мы все живые люди, и не всегда есть на это время, возможности и желания. Александр, большое вам спасибо, что вы пришли. Спасибо. Друзья, вы были на проекте «Храм мудрости», и у нас в гостях был Александр Шинько, мой ученик и хороший друг. Благодарю за внимание.